Давным-давно в далекой-далекой галактике спонсором этого видео стал сам я. Придумал все я, замутил его тоже я. Ну и как понимаете, в главных ролях тоже я. Привет, банда! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем участвовать в челлендже, который отправил нам подписчик. Это будет весьма интересный и забавный челлендж. Мне даже самому интересно, что из этого выйдет. Поехали! Ваня, у тебя классные видосы. Спасибо большое. Предлагаю тебе поучаствовать в челлендже, чтобы не просто рисовать разные сериалы на камеру. В общем, суть челленджа проста. Сделать редизайн для крупных брендов, которые ты знаешь. Вообще не вопрос. На самом деле в YouTube есть очень много видосов, где снимают редизайн или ребрендинг различных крупных брендов, в том числе и крупных фастфудов. Но у меня есть небольшая идея. Мы попробуем сегодня перерисовать фирменных персонажей крупного фастфуда, но в моем стиле. Поэтому встречайте в сегодняшнем выпуске в правом углу старый и капельку страшный клоун Рональд Макдональд из команды Макдональдс, а в левом углу бедный полковник Сандерс из команды KFC, которого столько раз за всю жизнь переделывали, что он, мне кажется, устал переворачиваться в своей могиле. Он был и в возрасте, и брутальным мачо, и в итоге стал Санта-Клаусом. В общем, кошмар, ребята, на вас не хватает полковника Сандерса. Days like this, yeah, I swear that I would pay for. I got time, but I'm always moving too fast. So this summer, man, I swear I'm about to lay back. Hey, this summer, man, I'm cooling on the low. I don't want no pressure, want no smoke. I just wanna chill up at the house. Главными условиями этого челленджа являются фирменные цвета, как в логотипе компании. И нужно будет еще использовать официальные фото и картинки. И плюс надо будет рисовать, конечно же, в тех же позах, как они представлены у этих брендов. Посмотрите еще раз, какие логотипы у Макдональдса и KFC. Не знаю, какого они года. Может, я даже старые взял, если честно. Но благодаря им у нас появятся все цвета, которые мы будем использовать в работе. Если честно, то мне они не очень нравятся. Я больше фанат таких логотипов, как у Starbucks. Кстати, что думаете? Может быть, давайте нарисуем в следующем видео Starbucks, их русалку или сирену. Не знаю точно, кто у них изображен. Пишите все в комментариях. И если вы за этот кипиш, то я буду рад нарисовать. В этот раз мои иллюстрации будут без какого-то лишнего объема, чтобы максимальная иллюстрация была похожа на плоский стиль их логотипов. Получится такая олдскульная плоская иллюстрация, на которую потом можем добавлять ретро-текстурки и прочее. Что же мы знаем? А чё солнце село? Что же мы знаем о Рональде Макдональде? Согласно данным книги Fast Food Nation 2001 года, 96% американских школьников узнавали Рональда Макдональда, что сделало его самым узнаваемым символом продукта питания. По узнаваемости среди вымышленных персонажей он уступает только Санта-Клаусу. В телевизионной рекламе Макдональд появляется в виде обитателя вымышленной страны Макдональдленд. Кошмар какой. Населенный его друзьями. Друзьями, Карл! Так написано в Википедии. И если честно, мне даже интересно, что за друзья там такие у него. Первоначальным создателем образа Рональда Макдональда является Уиллард Скотт. Да-да, это, кстати, тот актер, который играл
Рональда Макдональда в первой рекламе Макдональдса. В итоге получается, он сам придумал его и сам сыграл. Вы же помните, с чего начиналось это видео, да? Я просто хотел уточнить. Кстати, я надеюсь, что вы подписаны на этот канал уже. Если нет, то ну камон, сколько можно? Ну это же не сложно, ну подпишись ты, ну. Будь солнышко, сделай красную кнопку серой. И эта кружка кофе будет за тебя, за твое здоровье. А мы поехали дальше покушаться на сети фастфуда. Теперь переходим к полковнику Сандерсу. Если быть точным, то его звали Харлан Дэвид Сандерс. Это американский ресторатор и, собственно, основатель ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken, ну, KFC, все же понятно. Фирменным рецептом которых являлись куски жареной в панировке курицы, приправленной смесью ароматических трав и специй. С тех пор его стилизованный портрет традиционно изображается на всех ресторанах его сети и на фирменных упаковках. Поэтому хоть раз это лицо вы уж точно видели, я в вас не сомневаюсь. Кстати, логотип, который мы привыкли видеть с портретом Сандерса, переделали в последний раз в 2006 году. И это была фирма Тезер из Сан-Франциско. Они белый костюм полковника переделали в фартук, а цвета и общий вид стали более определенными. По мнению Грега Дедрика, президента KFC в США, эти изменения сообщают потребителям реальность полковника Сандерса, а также тот факт, что он был шеф-поваром. Мне кажется, что всем глубоко пофиг на этот факт. Главное курицу поесть, да? Ну что ж, думаю, что можно считать, что этот челлендж выполнен. Подключайтесь к нему, отправляйте мне ваши варианты перерисовок этих брендов. Я буду рад посмотреть на них. Конечно же, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, отправляйте это видео друзьям. Не забывайте о селе и увидимся в следующем видео. Пока.